Всем привет! Если посмотреть на дату выхода Friday Night Funkin', то можно понять, что игре уже исполняется 5 лет. Да, конечно, я вовремя выложил это видео, аж под самый юбилей. И в честь такого события я решил оценить все песни этой игры. Оценка будет проводиться в виде топа, от самой худшей к самой лучшей. В конце я еще покажу свой тир-лист, чтобы было понятнее узнать мое отношение к той или иной песне. Я не буду оценивать тему паузы, меню и так далее. Мог бы еще бы в исключение добавить бы Blazy, но так как он ходит в геймплей, да и тогда бы количество песен было бы не очень красивым. Ну да ладно. Кстати, о количестве песен. Всего в игре насчитывается аж 60 песен. И, скорее всего, это большая планка для моего первого видео. Ну ладно, попробую. И чтобы вас не томить, давайте уже мы наконец-то начнем с самой худшей песни, по моему мнению. Какого я считаю самой плохой песней, скорее всего из-за того, что она просто скучная, в ней практически ничего не происходит. Ни инструментал, ни сам мотив меня никак не цепляет. Хоть там есть и рождественская тема, к которой я отношусь, наверное, положительно, это все равно песню никак не улучшает. Интересно узнать того человека, которому нравится туториал. Мне же ведь наоборот, я отношусь к нему как-то не очень. Да, простота может кого-то зацепить, но это не мое. Мне не нравится ни инструментал, ни так называемые партии, потому что они нацелены просто на обучение и все. Но стоит отдать должное, туториал справляется со своей обучающей частью. Тем более, когда ты играешь на хард сложности. Монстр я же считаю как попытка напугать игрока. И у нее это работало. Раньше. Сейчас для нового игрока может быть она показаться, да, жуткой, но не как это было раньше. Раньше тебе приходилось открывать какую-то странную вкладку, где ты вписываешь монстр, и запускается песня и видишь эту рожу. А сейчас, она находится в оригинальной второй неделе и все. Как будто эту страшную атмосферу песня уже потеряла, когда ее добавили во вторую неделю. Но что насчет инструментала, партии и мотива, то они никакие, они очень слабые. И понятное дело, что Кавай Спрат не делал упор на песню, а именно на жуть. И поэтому песня стоит так низко. Winter Horrorland. Все то же самое, что и с монстром. Попытка напугать игрока. И да, это получалось, опять же, раньше. Почему мне нравится эта песня больше, чем Монстр, то, скорее всего, из-за того, что мне очень нравится жуткая рождественская атмосфера, которую передает эта песня. И сказать честно, раньше я любил ее слушать. Но сейчас... Нет, сейчас я ее признаю как плохая песня, и все. Раз можно послушать, да и забыть про нее. Думаю, на этом все. Папи Бой считаю устаревшей песней. Ни инструментал, ни мотив меня никак не цепляет. И... Да и раньше я ее не очень-то любил слушать. Вообще, я считаю ее как продолжением туториала. То есть просто обучение и все. Песня легкая, да, но никак не цепляет. Поэтому, наверное, заслуженное место, я так считаю. Спорно, конечно, решение добавлять Blazing в свой топ, потому что он является просто инструменталом, а не песней. Но ради того, чтобы было число песен не 59, а 60, я готов оценить данный инструментал. И сказать честно, вроде прикольно в первый раз слушать. Даже есть приятный момент, когда добавляется пианино посреди песни. Но с каждым разом он становится все скучнее и скучнее. Видимо, он заслужил данное место в этом топе. Эгног является моей любимой песней пятой недели. Как бы это, конечно, смешно не звучало. Песня... пускай будет, я так считаю. То есть инструментал, ладно, получше предыдущих, так же как и мотив. Хроматики тоже вроде в норме. В общем, просто песня, чтобы раз послушать, да и забыть. Вот сейчас будет мне сложнее оценивать.
Что мне не нравится в Spookies Erect, раз я его так низко поставил? Скорее всего, потому что это Spookies, мне в принципе не нравится эта песня. И Erect полностью ухудшает этот оригинал. В нем искажается хроматика скида и пампа, да и Бойфренд начинает просто спамить. Это, если прослушивать OST, то это, я не знаю, как это слушать. Мне не нравится такой стиль песни. Да, есть, конечно, приятные моменты, когда Бойфренд и Скид и Памп начинают вместе петь дуэтом, но это мало красит песню. У Soul Directa, скорее всего, такая же проблема. Там есть ненужный соло-момент, который меняет инструментал, меняет всю интенсивность песни. В общем, все плохо для эректов. Вообще, главная проблема эректа это, скорее всего, спам и соло-моменты. Да, я понимаю, ради сложности песни и все такое, но тогда невозможно слушать OST. Как я уже говорил, Spookies мне не очень нравится. Первая часть вроде бы пойдет. И инструментал прикольный, и сам мотив очень даже хороший. Но когда наступает та самая вторая часть, где меняют практически все в песне, это абсолютно плохо сказывается на том месте, которое она бы хотела оказаться. И может быть кому-то эта песня и нравится, но для меня она очень слишком слабая. Мы добрались до самого худшего пика микса, по моему мнению. И думаю, что со мной много кто согласится, ведь реально пика микс плох тем, что поют два пика. И ладно бы они бы пели бы по очереди, но есть же те партии, которые они поют вместе, не дуэтом, а вместе. И это реально смешивание двух похожих хроматик приводит к так себе OST. Конечно, можно будет их различить, но это безумие слушать две практически одинаковых хроматики. Spookies Pika Mix желает оставлять лучшего. Разве что инструментал здесь неплохой, а так все как и в оригинале. Первая часть неплохая, вторая вообще фигня, все портит. Ну и, конечно, фристайл Пика, здесь с ним, конечно, переборщили. Blame It Erect показывает все мастерство игрока. Куча спама. Если, конечно, я бы оценил бы песню в плане геймплея, то по сложности она бы занимала бы одно из первых мест. Но я оцениваю OST, поэтому это не слушабельная песня, где просто навалена куча спама. Также я хочу сказать про инструментал, то что он никакущий, он почти пустой. Я думаю, что со мной согласятся, хотя бы надеюсь. Вот мы наконец-то и подошли к Танкману, моему любимому персонажу всего Friday Night Funkin'. И ремикс на первую песню скучный. Мне не очень-то он и как-то цепляет, либо инструментал какой-то не такой. В общем, было скучно его слушать. Понимаю, может быть кому-то он и нравится, но это не мое. Радует только то, что нету ненужного спама и нету слова моментов. Вот это вот реально радует. У Pika Mix, я считаю, чутка получше Эректа, из-за того, что Танкман и Пика взаимодействуют друг с другом. Здесь реально прикольно следить за ними. И вообще я считаю химию между Танкманом и Пика одной из самых лучших. Конечно, со мной немногие согласятся, но все равно инструментал и все прочее неплохо, но можно было сделать и лучше. Что мне не нравится в Senpai Erect, так это инструментал, а именно один инструмент — лазер. Не знаю, зачем они добавили этот звуковой эффект, но он меня даже раздражает. Не знаю, кто это слушает, кому-то нравится, но лично мне нет. Да, чуть не забыл. Еще там есть спам. Ура, самая сложная песня всей игры, и она плохая. Инструментал, окей, он пойдет. А вот
главный недостаток этой песни, ну, скорее всего, это соло-момент. И спам. Опять же спам. Feeling Nice достаточно слабенькая песня. Начало прикольное, но и припев даже очень хороший. Но остальное просто есть и все. А вот это уже другое дело. Бопи Бопика Микс очень даже хорошая песня. Инструментал расслабляющий. Фристайл пика никак не мешает. Да, и прикольно в целом. Ну и конечно же, как не выделить отсылку на Undertale. Это если сравнивать с оригиналом. Так, ну, просто обычная песня. Среднячок, короче, я бы сказал. Вот мы и дошли до той песни, которую я ненавижу из-за сообщества. Что не так во фреше? Да вроде все нормально, инструментал приятный, да и партии неплохие. Но насколько ее хвалят, меня это начинает бесить. Что вы нашли такого во фреше? Любимая песня игрового холодильника, а это на минуточку самый популярный ютубер Ру Комьюнити. Его любимая песня это фреш. То есть и многие другие тоже эту песню любят. Непонятно за что. Вот я не знаю. Ну, песня вроде неплохая, объективно. Почему я поставил Бопи Бой Рект выше, чем Пика Микс? Скорее всего из-за того, что инструментал выигрывает. Хоть там и есть соло-моменты, но мне больше нравится Рект, чем Пика Микс, либо уж тем более оригинал. Саут довольно неплохая песня. В ней инструментал прикольный и мотив очень даже хороший. Нет никаких вторых частей, которые ухудшают всю песню, в отличие от Spookies. Хорошая песня. Я считаю лучшей во второй неделе. Ганс я считаю достаточно неплохой песней. Ну, если слушать первую минуту. Дальше начинает она наскучать. Ну, если честно, мне реально было скучно потом. Ты уже наслушался и хочешь ее выключить, но нет, она до сих пор продолжает идти. Она идет 2 минуты так же, как и оригинал, но почему-то кажется, что 3 либо 4 аж. Скорее всего, это у меня у одного такое чувство. Dead Battle Erect я считаю неплохой песней. И я знаю, что появятся вопросы типа «Ты же ведь говорил то, что соло-моменты ухудшают эректы». Соглашусь, да, там слегка затяжные моменты есть, но мне эта песня нравится своей интенсивностью и очень хороший здесь инструментал. Понимаю, да, звучит как-то не очень, но мне эта песня нравится. Хоть я и говорил до этого то, что эректы практически все плохие. Feeling Nice Erect я считаю очень даже хорошей песней. Инструментал успокаивающий аж. Мотив очень даже хороший. От оригинала почти, конечно, ничего не изменилось, но это, наверное, в лучшую сторону. Мне нравится эта песня. Есть, конечно, и другие получше, но это уже прогресс какой-то. Когда я впервые услышал Darnell Erect, мне показалась эта песня слабой. Но переслушав, она мне довольно понравилась. Инструментал хороший и даже партии неплохие. Есть, конечно, пару, так сказать, шуточных моментов, которые, наверное, ухудшают песню, но я, так и быть, закрою глаза. Вроде, ну, неплохой рэп получился. Хоть он и даже хуже оригинала. Вот это уже другое дело. Eggnog React произошел свой оригинал в разы лучше. Там и инструментал отличный, и партии очень хорошо проработаны. Очень хорошо. Начинаются песни, которые мне реально нравятся. Розас Пикамикс довольно неплох. Мне очень нравится здесь инструментал. Хотя, какая ирония, когда я впервые услышал этот OST, то мне сразу же не понравился инструментал.
Что еще могу сказать? Опять фристайл Пика шикарен. Он очень сильно улучшает песню. И на этом все. Мне очень нравится South Pika Mix. Его OST просто расслабляющее. Инструментал обалденный. Ну и конечно же, как не обойтись без фристайла Пика. Если сравнивать с Ректом, то это вообще супер. Но есть те песни, которые мне нравятся больше. Но это все равно неплохой результат. Когда я переслушал Coco Pika Mix, то я был полностью расслабленным. Это настолько не напрягающая песня, что она мне аж понравилась. Хоть я и большую часть OST в FNF больше люблю интуитивность, но здесь прям, не знаю, мне здесь нравится эта спокойная атмосфера. Инструментал очень прикольный, с хроматиками вроде все хорошо. Ну и фристайл Пик, конечно. Как же без его битбокса? Вот мы и добрались до песен обновления за $2 миллиона. И если отодвинуть тот факт, что разработчики якобы потратили эти 2 миллиона впустую, то уикенд песни мне нравятся. Литап тому подтверждение. Мне нравится здесь инструментал. Есть приятные моменты, которые сейчас вот вы можете услышать. Неплохая песня. Мне очень нравится. Конечно, фристайла Пика здесь нету, но ясное дело, потому что это не микс. Но все равно неплохо. Сэмпай хоть песня и старая, но она мне все равно нравится. Очень приятная атмосфера тех игр, если так можно сказать. Инструментал очень даже хороший, партии приличные. Да, вроде бы и нечего сказать. Ну, хроматики здесь неплохие. Ну, бойфренда, конечно, слегка сжатая, но это понятное дело из-за чего. Хорошая песня, мне нравится. Pika Mix. Все то же самое, что и с оригиналом, но в разы лучше. Мне нравится здесь инструментал. Он намного лучше предыдущего. Фристайл Пика, конечно же, никуда не убрали. Это очень хорошо. Мне нравится вообще фристайл Пика. Кому-то, может быть, и не нравится, но ладно, мне пофиг. Да, вроде бы все. Отличная песня. Eggnog Pika Mix мне нравится. Все то же самое. И фристайл Пика здесь хорош, и инструментал тоже. Но меня смущает только вот одно что. Почему Eggnog выходит раньше, чем Coco? Вот я этого главное не понимаю. Erect вышел раньше. Вот Pika Mix сейчас вышел тоже раньше, чем у Coco. Непонятно. Может быть, кто-то мне и ответит, я не знаю. Мне нравится Pika Erect. Инструментал также неплох. И огромный плюс — это нету ни соло-моментов, ни спамов ненужных. Вот это реально очень хорошо. С хроматиками все в принципе нормально, в порядке. Да и вроде бы все. Мне нравится Darnell. Приятная песня. Инструментал хороший. Партии приличные. Хроматика Дарнелла очень даже хороша. Мне нравится. Да, и вроде бы все. Конечно, кто-то будет со мной не согласен, но опять же, это субъективщина. Пика мне очень нравится. Отличная химия между Бойфрендом и Пика. Все то же самое, инструментал, мотив и так далее. Хоть песня и старая, но она очень даже хорошо проходит испытания со временем. Даже и после аж 5 лет она до сих пор остается неплохой. С этим Pentious. Все то же самое, все по сценарию. Инструментал, мотив, все хорошо, все в норме. Хроматика Mami Mirrors очень даже хороша.
В этой песне я могу выделить те моменты, когда Boyfriend и поют вместе. Это реально неплохо. Даже есть моменты с дуэтом. Да, и вроде бы все, просто хорошая песня. Слушая Feeling Nice Pika Mix, я думал, что все будет так же, как и с Пико. Но я был приятно удивлен, когда узнал то, что большую часть песни Пика поет раздельно. Это очень хорошо. Ну и, конечно, как же не забыть про инструментал, где где-то под середину песни добавляется гитара. Это просто шикарно. Отличная песня, мне очень нравится. Постепенно мы все подбираемся к песням, которые мне безумно нравятся. Слушая впервые Dead Battle, мне она сразу понравилась. Это просто офигенно. Вот тут я понимаю всю любовь к этой песне. Хоть песня и старая, но все равно также она проходит испытания со временем. Инструментал здесь отличный. Мне до сих пор он нравится. Сами партии здесь тоже довольно неплохие. Ну, конечно же, моя самая любимая часть наступает под середину песни, когда инструментал слегка утихает. Вот тут реально неплохо. Хорошая песня, хоть и старая, но зато качественно сделана. Кавай Спрайт постарался. Сорнс, я считаю, довольно хорошей песней. Инструментал прикольный, и сами партии тоже неплохие, приличные. Опять же, песня старая, но проходит испытания со временем. Ну, в общем, все то же самое. Хроматика Спирита, я считаю, слегка хуже, чем Senpai. Но эта песня все равно не мешает быть на таком высоком месте. Blamed Pika Mix сначала я возненавидел из-за инструментального вступления. Но, переслушав, мое мнение кардинально поменялось. Инструментал здесь, наоборот, очень хороший. Он реально так круто сделан. Конечно, не самый лучший в игре, но это уровень. Что еще сказать? Хоть с Пикой и поют вместе, но на это можно закрыть глаза. Все равно песня довольно приятная и очень даже крутая. Да и вроде бы все. Вот тут понятно, за что можно полюбить Fresh. Начало прикольное с битбоксом, получше оригинала, хотя она практически никак не изменилась. Выделить я могу странную хроматику Дэдди Дереста. Не знаю, плохо это либо хорошо. Решайте сами. Инструментал здесь, конечно, слегка изменили, и он стал лучше. Ну и, конечно же, ведь партии, где Boyfriend с ДД поют вместе, это очень даже круто. Нет никаких надоедливых соло-моментов, либо же ненужных спамов. Прикольная, расслабляющая песня. Эрект все то же самое, что и оригинал, только в разы лучше. И инструментал хороший, и так называемые импровизационные партии здесь даже очень даже хороши. Когда Boyfriend и Spirit начинают вытягивать, так скажем, ноты. Все супер. Конечно, есть песни, которые мне нравятся больше, но и это неплохая. И все то же самое. Нету, к счастью, надоедливого спама, либо же и соло-моментов, это, к счастью, нету. Я был приятно удивлен, когда, переслушав Darnell BF Mix, мне он понравился. Инструментал такой простенький. Химия между Дарнеллом и Бойфрендом очень даже неплохая, мне нравится. Конечно, есть и парочку скучноватых моментов, по моему мнению, но с тем количеством плюсов это мало как-то ухудшает песню. Хорошая песня, мне очень даже понравилась.
Итак, что у нас по итогу? По итогу у нас остается 15 песен, лучших, по моему мнению. И с 15 места я уже начинаю вставлять свои любимые части, ну, партии. Почему я не сделал это раньше? Просто, мне было лень просто. Ну, 60 песен, я как-то не очень с этим хочу заморачиваться, но, пожалуйста, простите меня за это. Я обожаю Тюхот. Мне эта песня реально нравится. Я столько вижу негатива к ней. Я не понимаю, почему людям так сильно не нравится эта песня. Ладно, я знаю почему, скорее всего. Инструментал здесь отличный. И мотив. Мотив здесь самое главное. Я имею в виду про припев. Он здесь просто великолепен. Вообще не понимаю, за что ее так сильно ненавидят. Ненавидят. Ладно. Знаем мы этот случай с $2 миллионами. Но если отодвинуть тот факт, то что типа разработчики украли их, эта песня является одной из моих фаворитов. Я обожаю ее. Мне она безумно нравится. Заслуженное 15 место, я считаю. Я уже говорил, что мой любимый персонаж это Танкман, но любимая неделя моя тоже Танкмана и из всей оригинальной восьмерки. И что сказать по поводу первой песни, но она очень даже хороша. Что я могу выделить из всей этой песни, то это скорее всего вставки с Танкманом, где он говорит «ух», это хоть как-то разбавляет песню. Да и вроде бы все то же самое, и инструментал, и мотив, все хорошо. Как обычно, короче. Впервые слышав Roses, мне эта песня сразу приглянулась. Неплохой инструментал, отличный мотив, все хорошо. И сейчас, прослушивая ее, она также очень хороша. В общем, все то же самое. Также прошла испытание со временем. Еще мне также нравится здесь инструментальная часть. Здесь прям вообще постарались. Для того времени это было аж шикарно. Ну а так, все. Заслуженное место, я считаю. Ганс. Эта песня хороша. Сразу нас встречает достаточно мощным инструменталом. И Танкман начинает петь тоже не менее мощно. Что ж я могу выделить из этой песни? Так это то, что, я так понял, песня делится на две части. Вот первая, которая сейчас играет, и вторая. После того самого мемного момента. И, конечно, многие могут жаловаться на то, что вторая часть не такая уж и классная, как и первая. Но мне и та нравится. Если честно, Ганс я считаю очень даже хорошим произведением. Да, поддержать, конечно, меня может и не каждый, но у каждого свое мнение. Когда я переслушал Fresh Pick Mix, он сразу стал моим любимым фрешем. До него был Erect. И мне очень нравится, какая здесь приятная и спокойная атмосфера. Здесь реально круто. Инструментал не такой уж интенсивный. Фристайл Пика, как всегда, великолепен. Ну и конечно же, ведь когда они поют вместе, это очень круто. Отличная песня, обожаю.
Я обожаю Хай. С этим инструменталом это просто суперская песня. Конечно, партии здесь тоже очень приятные. Выделить я могу здесь момент, когда ММ и БФ поют вместе. Это просто шикарно. Ну, именно дуэтом. Отличная песня, но есть и лучше. High Erect. Все то же самое, что и в оригинале, только лучше. Опять же, который раз я уже так говорю. Инструментал здесь просто волшебный. Партии тоже очень даже и приличные. Нет никакого ни спама, ни соло-моментов. Очень классная песня. Я обожаю Blame It. Этот мощный инструментал, мощные партии и мотив очень классный. Он раньше был одним из моих фаворитов, но, конечно, слегка опустился, но... Ладно, допустим. Что еще сказать? Для того времени это было просто шикарно. И сейчас даже он слушается очень даже круто. Да, может быть, он слегка и устарел, но не так уж и сильно, как прошлые песни. Resurrect очень классный. Особенно здесь хорошую роль играет инструментал. Инструментал здесь просто шикарный. Что, собственно говоря, про партии, неплохо, да. Есть, конечно, спам, но терпимо. Хроматики вроде бы все в норме. Крутая песня, конечно, да. Я считаю лучше, чем Blame It. А то по голосу будто что не так. Я, как уже говорил, выигрывает здесь инструментал. Инструментал здесь просто шикарный. Ну и, конечно же, ведь как же без дуотных моментов? Здесь реально, это лучшая часть, наверное. Dead Battle Pika Mix. Конечно, не самое мое популярное мнение. Вроде ни один человек его так сильно не любит, как я. Чем же мне песня так понравилась? То это, скорее всего, также из-за инструментала, но еще из-за фристайла Пика. Здесь тоже. Конечно, Дэдди Дэра здесь тоже очень хорошо играет. То есть поет. Еще хочу выделить электрогитару в инструментальной части. Вот благодаря нее мне и понравилась эта песня. Что сейчас играет, что в конце, это просто супер. Крутая песня, я обожаю ее. Когда увидел в трейлере то, что будет BF Mix на Литап, я был удивлен. Мне было интересно, что получится все-таки в итоге. Оказалось, эта песня очень превзошла мои ожидания. Я не ожидал, что настолько все хорошо получится. И инструментал, он даже не похож на оригинал. Почти все переделано. Может быть, это и к лучшему, надеюсь, что это к лучшему, но я приятно удивлен от этого. Офигенная песня, мне она очень нравится.
Песня со смешной аббревиатурой MILF меня поразила. Настолько хорошая композиция, это просто шикарно. Инструментал, он настолько интенсивный, все здесь так хорошо сделано. Партии здесь очень даже хороши, но мелодии супер. С хроматиками все в норме. Я не знаю, как это у кого из спрайта, то получается хорошие произведения, вроде MILF, то плохие, например, как Бобби Бо, может быть, я не знаю. Либо Спукис. Но это шикарно, это так хорошо сделано, мне эта песня сразу в душу запала. Как же я рад, что она до сих пор остается в моих фаворитах. Ну и как же не забыть тот самый мем, который очень сильно форсился на ютубе, который сейчас играет. Прекрасная песня. Конечно, здесь есть такой небольшой момент в виде спорный, точнее. То, что когда вот БФ с ММ начинают петь вместе, да, это, конечно, самая лучшая часть, по моему мнению. Но после нее все, можно было уже заканчивать. Но песня все равно начинает продолжаться, и это как-то плохо сказывается на песне. Но все равно это очень даже хорошо. Для того времени это вообще было супер. Вот как раз ей надо было сейчас остановиться, я так считаю. Ну, видимо, у кого из спрайта были другие планы. Но все равно крутая песня. Вот мы и добрались до тройки лучших песен, по моему мнению. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, какая песня заняла 3-е место? Кто взял бронзу? Думаю, что те, кто ознакомлены с OST, догадались, о чем я говорю. Coco Rex забирает бронзу. Боже мой! Худшая песня в оригинале, но зато в Рексе она чуть ли не самая лучшая. Как же с ней грамотно все сделали. Этот инструментал, эта рождественская атмосфера, это все здесь нам в 100 раз лучше оригинала. Я не знаю, как это передать ощущение. Ну, мне эта песня настолько нравится, я ее обожаю просто. О боже. Я, конечно, весьма удивлен. Даже поражен тем, насколько хорошо разработчики, композиторы смогли сделать настолько шикарную песню, ремикс. Это так круто. У всех хроматики хороши, здесь все хорошо, прекрасно просто. Почему же ведь эта песня не самая лучшая? Потому что мне нравятся другие. Но это огромный прогресс. И это очень круто. Я обожаю эту песню. Топ-3. Заслуженный топ-3. Да, кстати, тут добавили фристайл бойфренда, и он впервые заговорил. Это тоже очень прикольно, кстати. Как можно было догадаться, я обожаю неделю Танкмана. Особенно Стресс. Стресс, я считаю, недооцененной песней. И она суперская. Это очень так круто. Этот инструментал, это хроматики обе очень хороши. Особенно Танкмана. Я обожаю эту песню. Она настолько недооценена, что мне грустно. Но
Она не самая недооцененная, ладно. Офигенная песня. Мне очень нравится и инструментал, мне нравится все. Больше нечего сказать, потому что я сейчас все расскажу первому месту. Но все равно то, насколько, как же она хорошо сделана, хоть она и слегка староватая, но это настолько хорошо. О боже. И эта самая фраза Танкмана Pretty Good очень хороша. Обожаю эту фразу. Отличная песня. Была моим бывшим фаворитом, сейчас уже стала другая. Вот мы наконец-то и дошли до золота. Stress Pika Mix. Лучшая песня всего Friday Night Funkin' по моему субъективному мнению. Я обожаю эту песню. Как же я рад, то, что Песцов 2 вышел. И как же я рад, то, что композиторы постарались над нею. И когда я увидел в трейлере, опять же, то, что в обновлении будет Stress Pika Mix, я начал волноваться. Но оказалось, что зря. Зря я волновался. Отличная песня. Я был очень сильно приятно удивлен. Опять же говорю, химия Танкмана и Пика, я считаю, одной из самой лучшей. Настолько все хорошо сделано. Этот фристайл Пика просто замечательный. Как же я обожаю. Здесь он очень хорошо себя показывает. Обожаю ту часть, где слегка приглушается инструментал. Здесь реально хорошо. Ну да, и так скажем, фраза про рыжих никак не ухудшает песню. Так скажем, нейтрально, в общем, к ней отношусь. Но так все хорошо сделано. Обалдеть. Инструментал просто, как скажем, просто кричит. Я без ума от нее. Это так хорошо все сделано. Когда я впервые услышал, я был просто шокирован. Я сразу же знал то, что она станет моим фаворитом. Все настолько хорошо сделано. Все так хорошо сделано. И Танкман, и Пика, и... Все супер. Это не то, что 2S, это 3S. Но это прекрасно. Даже оставили ту самую фразу про... Pretty good. Фух, я это сделал. Я оценил все 60 песен. Боже мой, как же это было долго. Это столько времени у меня заняло, конечно. Но я надеюсь, что дальше будет легче. Что у нас по итогу? Хоть Friday Night Funkin' в основном и держится на модах, но OST ее не очень-то и слабый. Большинство песен мне, конечно же, понравились, и я очень рад, что игра до сих пор обновляется. Ждем 8-й недели и Erect на стресс. Давайте теперь поговорим о будущем моего канала. Если все будет так же продолжаться отлично, то я хочу сделать, так скажем, оценки и, может быть, даже недообзоры на такие моды, как Mario Madness, Imposter и еще один мод я бы хотел бы сказать, но из-за сокращения бюджета я это сделать не могу. Так скажем, я привык называть этот мод как темная лошадка всего FNF комьюнити. А теперь давайте я вам скажу, что вы можете внести вклад в мой канал. Как это сделать? Все очень просто. Пишите комментарий о том, какой мод вы хотите увидеть, чтобы я его оценил. И комментарий с большим количеством лайков, но либо же ведь единственный комментарий.
попадет в голосование в записях. Да, вы, конечно, не окончательно выигрываете, но шанс имеете. И тот мод, который наберет большее количество голосов, я буду оценивать его песни в, наверное, 5-м видео, может быть, 6-м. Я не знаю, если планы не поменяются, конечно. И теперь я хочу сказать спасибо разработчикам этой игры. Ninja Muffin 99, Evil Skater, Phantom Arcade и Kawaii Sprite за то, что они создали такую замечательную игру. И творчество многих людей начало развиваться именно здесь. Комьюнити, которая до сих пор даже не собирается утихать. Игре исполнилось 5 лет, и я очень рад, что первое мое видео посвящено именно ей. Спасибо вам. Ну что ж, вот так как-то. Мое первое видео было посвящено FNF, игрой, которой я познакомился в 2021 году. И не собираюсь с ней прощаться. Думаю, что путь будет долгим в моем канале. Конечно, будут огромные перерывы, армия уже близко, но я уверен, что я успею здесь что-нибудь натворить. Пишите комментарии своих топов, можете сделать топ-10, топ-5, мне без разницы. Будет очень интересно почитать. Я хотя бы надеюсь, что 20 комментариев с натяжкой наберется. Да, наверное, бы все. Пора уже закругляться. Всем спасибо за просмотр. Если вы, конечно, единственный человек, который посмотрите это видео. Но я все равно буду очень рад, что хотя бы кто-то заметил мой труд. И у меня еще к вам просьба. Если вы такой же идиот, как я, любите Friday Night Funkin', то, пожалуйста, можете прислать это видео и другим своим друзьям-идиотам, которые тоже любят Friday Night Funkin', как и я. Ну а на этом все. Всем пока.